Всем привет! В этом ролике буду выполнять каскадную стрижку, которая подходит волосам любой длины. Данная техника больше подходит тонкой структуре волос. Друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Вот такой многослойный вариант я буду выполнять в этом ролике. Разделила волосы вот на такие зоны. Если волосы сильно тонкие и не густые, тогда нижнюю и среднюю часть затылочного блока можно не отделять друг от друга. Показала на схеме, как я буду стричь данную секцию. У моей модели волосы не густые, поэтому я решила простричь нижний блок одним захватом. Когда мы стрижем нижний сегмент затылка на длинных волосах, голова клиента должна быть наклонена максимально вниз. Здесь я выполняю оттяжку 0 градусов, стою позади клиента, срез прямой. То есть я формирую ровную, прямую, четкую линию в форме квадрата. Контрольный срез я всегда делаю в центре затылка, а уже затем двигаюсь от него влево и вправо. После того, как простригла нижнюю секцию, я обязательно сверяю баланс с двух сторон. Пряди волос с обеих сторон нужно брать с одинаковых точек и оттянуть их к центру затылка. Если они ровные, тогда блок выполнен правильно. Средний затылочный блок я также отчесываю вниз. Контрольная прядь у меня в нижней части затылка, и на этот срез я буду ориентироваться. Снова состригаю одним захватом. Оттяжка волос у меня нулевая, срез прямой. И здесь я попросила свою клиентку немножко приподнять голову. Когда мы стрижем среднюю часть затылка, голова клиента немножко приподнимается. Когда мы делаем стрижку на длинных волосах, волосы могут подсыхать неравномерно, особенно на концах они сохнут быстрее. Поэтому здесь важно контролировать влажность. А еще лучше нанести на волосы перед стрижкой специальное средство, которое поможет волосам дольше не подсыхать. Например, это могут быть любые несмывашки увлажняющие. Здесь я уже приступила к зоне макушки, и вначале я решила задать базовую длину, прочесав все волосы вниз и срезав их на таком же уровне, как и нижние части затылка. На макушке можно было бы и сразу сформировать слои, но тогда угол среза мне пришлось бы искать интуитивно. А так я сразу увижу, под каким углом мне нужно срезать. Итак, зону макушки я буду простригать в вертикальных проборах. В центре затылки выделяю контрольную прядь, оттягиваю ее перпендикулярно полу и срезаю под углом на удлинение к макушке. Кому важна точность углов, то по касательной к голове угол среза получается 135 градусов. Пряди простригаю вертикально, где каждая срезанная прядь будет являться контрольной для следующей. Таким образом можно простричь только зону макушки, либо, как делаю я, подтягиваю весь затылочный блок к макушке. То есть все волосы с боковых секций затылка я тоже буду подтягивать наверх. Но если у клиентки очень тонкие волосы, тогда это делать не обязательно. Таким образом сохранится плотная линия по окантовке. Перед тем, как формировать слои, оттягивать все волосы наверх, обязательно убедитесь, что густота волос по окантовке не уйдет слишком сильно, что волосы не будут висеть тонкими нитками и просвечивать. Обычно густота волос в разных частях головы отличается. У кого-то, например, на висках волосы редкие, а на затылке густые. Либо во фронтально-теменной зоне волосы могут быть гуще, чем на затылке. Такие факторы обязательно нужно учитывать. Итак, здесь я уже стригу вторую половинку затылка, оттягиваю ее в плоскость и состригаю. Таким образом, я почти сформировала внутренние слои, которые будут придавать моей стрижке красивое движение. В укладке волосы будут смотреться динамично и легко. Волосы по всей форме затылка будут иметь плавную, но разную при этом длину, без видимых резкостей. В укладке разную длину волос можно будет подчеркнуть, например, локонами, которые тоже могут быть совершенно разными. Но если нет желания ничего подчеркивать, то можно просто вытянуть волосы. Здесь я приступила к стрижке височных зон. Я, продолжая прямую линию от затылка, создаю базовую длину волос. Если волосы очень густые, то, конечно, височные блоки лучше простригать попрядно, как на схеме, горизонтальными проборами. Но так как я буду формировать лесенку и слои,
Во фронтально-теменной зоне и зоне челки я прочесываю все волосы вниз и одним захватом формирую ровный срез. Оттяжка волос также нулевая, срез параллелен полу. Хорошее натяжение волос получается только до вторых фалангов пальцев, поэтому я срез делаю только до них. Здесь формирую лесенку. В центре челки я выделяю контрольную прядь и простригаю ее на желаемом уровне. Кончиками ножниц делаю срез. Далее диагональными проборами оттягиваю ее параллельно пробору и срезаю тоже параллельно пробору. Таким образом я простригаю всю фронтально-теменную зону. Для формирования плавной лесенки у лица на нижних волосах я буду подтягивать эти волосы также к зоне челки, но срезать их слайсингом, то есть скользящим срезом, чтобы у меня сформировалась лесенка, но при этом сохранилась основная длина волос, чтобы не потерялась форма длинных волос. Я оттягиваю прядь волос на себя, тяну волосы левой рукой и одновременно делаю скользящий срез. Такие оттяжки и срезы я буду делать несколько раз с одной стороны, затем с другой, прочесывая волосы друг за другом и добиваясь плавного перехода в зоне лица. Если волосы очень длинные, то лучше тянуть в противоположную сторону. Обе руки и ножницы, все должно работать одновременно. Таким образом вы не застрижете волосы и не срежете лишнего. В слайсинге важно контролировать смыкание полотен ножниц. Они не должны полностью закрываться. Здесь я начинаю формировать слои во фронтально-теменной зоне. В центре вертикальным пробором я выделяю контрольную прядь и простригаю ее под углом на удлинение к макушке. Длина волос на макушке будет контрольной, именно к ней нужно срезать. Если переход между двух длин сильно разнится, тогда снова можно работать слайсингом. А также можно оттягивать параллельно полу, но с длинными волосами мне это делать не очень удобно. Волосы с обеих височных зон оттягиваются к центру контрольной пряди. Когда мы создаем такие слои, то пряди лучше выделять тонкими проборами. Таким образом мы получим максимально точный и очень красивый результат. Оттягиваю последние пряди на височном блоке. Оттяжку делаю к контрольной пряди, которая в центре, и срезаю. Дальше я прочесываю нижнюю часть височных волос и делаю скользящий срез. Таким образом у меня формируется очень плавная лесенка. Снова прочесываю и делаю слайсинг. Аналогично правой стороне я буду стричь левый височный блок. Также вертикальными проборами я буду оттягивать все волосы к контрольной пряди в центре теменной зоны. И делаю срез под углом на удлинение к макушке. Такая стрижка подходит для любой длины волос, например, от самых длинных до, оптимально до плеч. Такая форма в конце практически не потребует доработки, потому что созданные слои и так уже будут текстурными. Возможно, понадобится какая-то коррекция в тех частях головы, где волосы имеют усиленные сгущения, то есть где рост такими сгустками. У моей клиентки такие сгустки волос в зоне челки. Итак, здесь я уже простригла все волосы и теперь прочесываю челку. Как я уже сказала, делаю небольшую доработку. Пойтингом разбиваю плотность по краевой, там где необходимо. Добавляю небольшие слайсинги. Прочесываю пряди немножечко вперед, добиваюсь максимальной плавности в зоне лесенки, потому что моя клиентка должна быть самой красивой. Тут уже видно, какие красивые слои образовались в верхней части головы, в принципе, по всей голове, по всем волосам. Но особую текстуру я создавала именно во фронтально-теменной зоне. Точечным срезом я дорабатываю окантовку на затылке, разбиваю плотную линию, визуально осматриваю всю форму стрижки, снова прочесываю. Там мне показалось, что в зоне у лица необходимо добавить более плавных линий по окантовке. Поэтому я немножечко вытягиваю волосы вперед и делаю слайсинг.
И вот такой замечательный результат, многослойная каскадная стрижка у меня получилась. Друзья, пишите в комментариях, какие стрижки вы бы хотели увидеть в моих роликах, а также пишите, понравился ли вам результат. Спасибо всем, что уделили внимание и посмотрели мое видео. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать публикации. Если понравился результат, ставьте лайки. И желаю всем удачи, пока!